Привет! Вы смотрите мой проект «Азбука стретчинга» с Завистовской. В каждом видео этого проекта я показываю и подробно объясняю одно упражнение на определенную группу мышц. Говорю о том, как тянуть правильно и о том, как тянуть ни в коем случае не стоит. Смотрите с удовольствием! Сегодня мне помогает Олеся. И сегодня мы будем растягивать внутреннюю поверхность бедра, приводящие мышцы. И показываем одно упражнение и все его возможные вариации. Итак, для этого мы встаем, ноги широко, шире ширины плеч, носочки под 45 градусов. Да, и мы, в принципе, выполняем то, что многие называют приседом. Мы выполняем присед, но у нас он такой, знаете, не классический, таз назад мы не уводим. Это скорее больше похоже на плие, потому что у нас копчик подкручен. Пятка под коленом, да, все правильно, отлично. Как я уже сказала, копчик мы подкрутили. И здесь я называю это упражнение распорки. Ноги должны быть в расслабленном состоянии. Как этого добиться? Ладонями мы упираемся в колени с внутренней стороны и начинаем их сильно отталкивать назад. Сильно. При этом корпус мы подаем вперед. Так сильно подаем корпус вперед, что как будто бы сейчас носом клюнем. Вот прям сильно-сильно-сильно. На самом деле в этом упражнении лично у меня даже хорошо чувствуется спина и растягивается поясничный отдел, что довольно-таки приятным бонусом является. Так, сильно толкаем, да, колени? Здесь ноги должны быть расслаблены, и я сейчас это проверю на Олесе, насколько правильно она выполняет это упражнение, но хорошо, чувствуется здесь мягко, это правильно, значит здесь тянется, если у нее здесь мягко. Все, можно чуть-чуть таз опустить, чуть-чуть, все. И еще раз говорю, как будто носом клюнем, но мы не клюнем носом в пол, потому что сильно толкаем колени назад. Сейчас встанем, отдохнем, не надо засиживаться в этом положении, просто ножки встряхнем. Так, я надеюсь, что вы попробовали, потому что мы сейчас продолжаем дальше. С этим же исходным положением работаем. Если честно, мне прямо оно даже очень удобно. Я так вообще могу просидеть, мне кажется, час. Мне кажется, я могла бы так вести деловые встречи, если бы я вела деловые встречи. Может быть, именно поэтому я не веду деловые встречи. Довольно неожиданно. Тогда, ладно. Здесь можем добавить покачивание, как лодочка будто бы качается. И не вздумайте здесь напрягать ноги. Здесь ноги должны быть расслаблены. У вас вот здесь, возможно, кстати, шея уйдет. Вот, ну, как у меня она ушла. Она вернется потом. Спряталась в плечах. Да? Ой, как классно. Олеся, кстати, показывает вариант точно переговоров на определенном районе. А вот она, видимо, ведет переговоры. Ладно, на самом деле, без шуток. Можно локтями, ребят, упираться, как Олеся показала, да, и локтями в стороны разводить колени. При такой постановке рук ваш таз опустится ниже, пятки будут тоже уже стоять. Ой, мамочки, тянет? И мне. Вообще, если сейчас не напрягаться, я вам говорю, так кайфово. Вот только здесь только руки должны работать. Давайте я вам сейчас покажу, какое было бы у меня положение, если бы я руки не напрягала. Вот. И тут я руки напрягаю. Вы видите, насколько колени уходят назад? Давайте отдохнем. Встанем наверх, отдохнем. Когда вы уже знаете, если вы смотрите мой канал, если вы мои дорогие подписчики, вы уже смотрели мои видео, и вы так во всем разбираетесь уже хорошо, знаете, что если мы раскрываем тазобедренные суставы и работаем на раскрытие, то необходимо также его в обратную сторону, да, закрыть в одну, в другую. Ну, то есть, когда между подходами, между упражнениями на раскрытие тазобедренного сустава, нужно вот включать вот такую историю. Ой, так опять хрустнуло. Ой, как хорошо так. Ой, господи. По кайфу. Да, если вы, кстати, не подписаны, то подпишитесь. Не пожалеете, это точно. Срочные новости. На нас со стремительной силой надвигается мой супермарафон «Стройность и гибкость». И вы можете стать его участниками. Для этого вам необходимо подписаться на мой канал и зайти в
сообщество. В сообществе вся необходимая для вас информация. Я жду вас на моем супермарафоне. Старт 20 апреля. Давайте дальше. Разбираем это положение, что еще с ним можно делать. Обратно, да, опускаемся. Мы покачались из стороны в сторону, мы локтями оттолкнули колени, а теперь мы чуть-чуть пятки сдвигаем ближе. Чуть-чуть. Хоп. Сдвинули? Угу. И хват за лодыжку осуществляем, за лодыжки. Вот такой хват. Ага. Здесь у нас сейчас таз опускается максимально низко к полу. Вот прям максимально низко, все. И здесь снова работают локти. Только здесь корпус уже нужно слегка выпрямить. Если хотите, можете не держать себя за лодыжки. Если хотите, то можете также вот оставить руки. Только здесь история в том, что поменялось положение корпуса. У вас макушка смотрит вверх. И сильно-сильно руки растягивают колени. Отлично. Растягивают колени назад. В этом положении также можно добавить легкую плавную динамику, покачаться, зависнуть в том положении, в котором вам комфортно. И дальше добавить, еще добавить растяжение. Ладонью отталкиваем колено одно, а второе у нас просто зафиксировано. Вот просто зафиксировано. И мы... Ух ты! Упала. И мы сильно колено одно отталкиваем. И другое. Одно. И другое. Хорошо-то как. Вот видите, прям движение есть. Движение, оно прям должно быть заметным. Хорошо? Одно. И другое. Ну все, подъем. Сейчас еще покажем еще одну манипуляцию, очень хорошую. Оба. Так, обратно. Скрутка. Обожаю здесь делать скрутку. Ноги расслаблены, ягодички расслаблены. И пошло правое плечо к полу. Сейчас так кокетливо, так. Хопа. А левое за себя пошло плечо. И в другую сторону. Ребят, здесь надо уже спину начать чувствовать. Да. Опа, вот так. Куда рука пошла? Она же отталкивает. У нас здесь все мягенько, мягенько. И в другую сторону. Вот, хорошо. И еще в одну и в другую. Копчик слегка можно подкрутить. Колени толкаем прям сильно в сторону. Ну все, класс, подъем. Закрываем суставы. Я надеюсь, что вы с нами пробуете и чувствуете весь наш стретчинг. Вот, можно сказать, что украла лозунг у ТНТ «Почувствуй нашу любовь», но нет, изобрела сама «Почувствуй наш стретчинг», только что. Да, это я так придумала. Хорошо. И опять-таки, раз уж вы, моя дорогая аудитория, любит тянуться, и вы любите правильный стретчинг, тот, который пропагандирую я, то вы знаете, что нам также нужно укреплять мышцы в новой достигнутой амплитуде. То есть в этом новом диапазоне обязательно работать на укреплении мышц. Поэтому сейчас мы завершаем комплекс полезной, так скажем, статикой, нужной статикой, которой мы даже добавим динамику слегка. Носочки, как мы и договаривались, разводим в стороны, настолько, насколько получается. И садимся в исходное положение. Ягодицы сейчас зажать, ноги сейчас напрягать. Колени тянем назад, слишком низко. Оп, чуть-чуть, оп. И да, придется мне сейчас вас взять. Колени тянем назад, копчик подкручен, хорошо. Очень важно подкручивать копчик здесь. Я понимаю, что в профиль я смотрюсь еще смешнее, но тем не менее так надо для того, чтобы показать вам упражнение. Хорошо. И это упражнение, положение мы задерживаем, ручки поднимаем вверх, копчик подкручен, смотрит копчик в пол и добавляем скруточку. В одну сторону наклон, точнее. И в другую. Смотрите, у нас не двигаются ноги. Наклон идет от пояса. Хорошо. Вы не заваливаетесь на носок, вы не заваливаетесь на пятку. И еще по одному разу. Колени тянем назад. Класс. Подъем. Смотрите, если в этом упражнении у вас вдруг положение становится вот таким, я покажу сейчас, как не надо. Вот так, да, становится. Посмотрите, пожалуйста. Вектор движения моего колена, он
не параллелен вектору, по которому стоит мой носок, да, а они должны быть на двух параллельных прямых. То есть прямая, прямая, вот. И мое колено, оно не может уходить вперед ни в коем случае. Если вдруг это случилось, то не надо продолжать, значит, нужно выбирать более легкий вариант этого упражнения, который я вам показала, хорошо? Еще можно, как облегчить себе выполнение этого упражнения, можно взять опору. Ну, я вот возьму сейчас кирпичики, но, может быть, у вас там будет рядом стул, да, или еще что-то. И вот просто с опоры поделать это упражнение, посмотреть на то, куда идет ваше колено, отработать здесь механику непосредственно, да, оно заваливается вперед, хоп, вы его тянете в нужное направление, возвращаетесь наверх, хоп, и при этом копчик подкручиваете обязательно, хорошо? Комбинируйте, выбирайте то, что вам больше подойдет, то, что вам больше нравится, то, где вы чувствуете лучше внутреннюю поверхность бедра. Вы обязательно должны ее почувствовать. Упражнений на внутреннюю поверхность бедра много других. Мы сегодня разобрали только одно, но я надеюсь, что и оно вам поможет и обязательно будет для вас полезным. Олеся, спасибо. Ребята, подписка, лайки, комментарии. Пока.